Это повествование – мой точный сон, который приснился зимой 2020 года. Я проснулся в 6 утра, был бодр и доволен, что в полной мере выспался. Поставил чайник и отправился записывать все в подробных деталях, пока сон не забылся. День рождения. Как же я мечтал о машине. И вот, приобретя новый автомобиль, я решил на нем отправиться в гости к родителям. Тем более у мамы был день рождения. Они с папой жили в одной серой, кирпичной 4-этажке на 1-м этаже. Район тихий, соседи близко. Что еще нужно пенсионерам? Кто их соседи, я не знал, но меня уведомили, что будут приглашены еще 7 человек. Дорога была длинной, я, прибыв на место, задремал в припаркованном автомобиле. Соседи. Все было скромно, но со вкусом. На столах блюда, которые с душой умеет готовить моя мама. Гости, которых оказалось почему-то больше, чем было заявлено, все радушные люди. Они все меня тепло приняли. Часть из них, как я понял, разместилась в зале, где был накрыт основной стол. Этих людей родители знали хорошо, с ними больше всего общались, а вот на кухне осталось 5 молодых людей. Явно не маминого и не папиного круга общения. Видимо, их стол накрыли в торопях и не запланировано. Непрошенные гости. Все было чинно. Все хвалили маму, которая в свои годы выглядела очень молодо. Скажу, что отец тоже был молод. Я это связываю с тем, что родители не употребляли алкоголь. Они простые, обычные люди, но не пьющие. Конечно, кто-то скажет, что это гены, но я парирую, ответив, что не может так совпасться сразу у 2 людей одновременно. Другой скажет, что это любовь. Живут, как говорится, душа в душу. Возможно, но я свое мнение высказал. Я несколько раз проходил мимо кухни. Там эти 5 все время уплетали и пили. Что-то меня настораживало. Я понимал, что гости могут быть пьющими, и как же им не поставить бутылку, но что-то на душе было у меня не по себе. Я несколько раз задавал маме вопрос, кто это. Она отнекивалась добродушной улыбкой, которая бывает у приятных женщин. Еще один фактор, который меня зацепил, это то, что она и рада была сообщить, да только жалко их, пусть, мол, сидят. Конфликт. Не выдержав несправедливости, я уже не помню, что мной точно двигало, но я решил разобраться. Ворвался на кухню, начал ходить, не решаясь затеять разговор, а точнее разбор полетов. Обратясь к крайнему, я начал опрашивать его, кто, откуда родители знаешь. Выяснилось, что и вовсе не знает. Остальные продолжали делать то, что и делали на протяжении всего вечера, ели, пили и молчали. Я знал, что намечается праздник, вот и решил прийти в надежде, что меня не заметят, сказал крайний. Да, только слиться с толпой не удалось, подумал я. Пришлось ему объяснить, что он некрасиво поступает, объедает беззащитных пенсионеров. В его же дом не приходят незнакомые. Он понял, что отпираться больше не сможет, и как человек, которого поймали на горячем, перемахнул через лавку, на которой сидел, и вышел в окно. Остальные продолжали усиленно набивать свой рот, понимая, что сейчас выгонят и их. Я уже вошел во вкус, расхрабрился. С соседом крайнего хлопот не было. Он признал свою вину, признал, что попутал квартиры, и удалился. Третий также вышел за ними через окно. Интересный способ уходить, не попрощавшись с хозяйкой-именинницей. Выяснилось, что они были не просто незваные гости, они даже друг друга не знали, поэтому весь вечер сидели молча, не зная, что и сказать друг другу. Даже алкоголь не развязал им рты. Слава богу, конфликта особого не вышло, чего нельзя сказать о дальнейших событиях. 2 брата. Оставалось за кухонным столом еще 2. Один стройный, подтянутый, спортивный, другой упитанный, авторитетный. Оба краснолицых, но не от холода, а от страсти к выпивке. Я обратился к младшему, тому, в котором признал спортсмена. Произошел долгий разговор с поддакиванием старшего, который расположился на своем месте как авторитет, думая, что ему море по колено. Разговор не давал никаких положительных сдвигов к тому, чтобы непрошенные гости подвигались все ближе к выходу. Слово за слово я получил сильный удар справа, возможно, даже сотрясение, потому что в ушах все зазвенело, и мне несколько секунд понадобилось, чтобы прийти в себя. Я устоял на месте, подсознание быстро приняло ответную реакцию, и я влепил ему между ног. Это получилось так нелепо, словно балерина хотела поднять левую ногу, а затем сразу 2 раз в жизни я ударил человека, но уже кулаком по лицу. Тут больше загудела моя рука, нежели его морда, так была сильна отдача. Боров за всем этим наблюдал, давая советы. Вылезти, конечно же, он уже не мог, тяжело было брюхо его в тот момент. Как я парировал следующий удар спортсмена, я не знаю, но я завязал его руки в свои, не давая больше ему нанести удар. Разговор продолжался в той же манере. Моя взяла, и младший вышел в окно. Дело продвигалось, оставалось поговорить с последним. Я весь дрожал, как дрожат при конфликтах, ссорах. Что здесь описывать? Каждый был в таких ситуациях. Старшего брата я взял измором и интеллектом. Он кое-как поднялся, опираясь на локти, залез на подоконник, обернулся и спросил, где я работаю. Прищурив глаза, видно, что-то задумал. Я быстро раскусил, что просто так это не закончится. Эти придут мстить. Третий незнакомый. Итак, выпроводив нежеланных гостей, я быстро сообразил, что нужно проследить за ними и узнать, где они живут, мало ли. Покрутившись между гостями, я решил незаметно выскользнуть, естественно, как интеллигент через дверь. Убедившись, что меня никто не увидит, я выскочил за дверь. Обойдя дом, я притаился за углом. Улица, а точнее переулок, освещался фонарями. Рядом с домом родителей стояла еще одна типичная 4-этажка, напротив тоже район 4 этажек. Сумев разглядеть братьев, я увидел, что они встретили знакомого, которому активно что-то
рассказывали, махали руками, может быть, жаловались. Если уговорили прийти на помощь и наказать обидчика, то дела мои были плохи. Уж очень был высок и сложен этот третий, но не прошло и 20 минут, как они разошлись, каждый в свою сторону. Братья поплелись дальше, продолжая свой путь. Продолжил слежку и я, укрываясь за деревьями. Мне помогали еще и сумерки. Слышал, как до меня доносились пьяные выкрики, и я поравнялся с их знакомым. Убедился, какой это был великан, который внушал ужас. Он бросил на меня взгляд и прошел дальше. Видимо, в отличие от тех двух, он уже имел семью, остепенился, и юношеские разборки ему были уже неинтересны. Милиция. Я держал дистанцию, чтобы не упустить братьев. Они вошли в подъезд, который находился в 3 домах от родительского дома. Тут я ускорился, чтобы подъездная дверь не успела закрыться. Войдя в подъезд, я притаился, дыхание было на нуле. Точнее, я старался не произнести ни единого звука. По действиям братьев я понял, что они живут на 2 этаже. Скрип двери выдал мне, какая у них квартира. Заигравший шпионов, не знаю, что мной правило. Наверное, я опасался за родителей, ведь братья придут точно мстить, когда старики останутся беззащитными. Я не мог этого допустить. Как я принял решение поджечь их дверь, не знаю. Все произошло быстро и молниеносно. Вот как работает мозг в опасных ситуациях, когда нужно принять быстрые меры. Я выбежал из подъезда, предварительно подложив под дверь камень, которых вокруг было полным-полно. Подбежав к своей машине, взял канистру и спички. Кто знал, что дверь вспыхнет и пламя разнесется по всей квартире. Я уже поделать ничего не мог. Соседи вызвали пожарных, братьев спасли. А я с быстро бегающими глазами, с мыслями «Боже, помоги, что я наделал», вернулся домой. Зайдя в квартиру, меня встретил Павел, который тут же сказал мне, что я долго где-то отсутствовал. Да и в лице его что-то изменилось. Я догадался, что он почувствовал запах бензина и понял по моим быстрым ответам, что-то не так. Весь остаток вечера я провел молча. Естественно, из головы не выходил этот судьбоносный поступок. Почему же мы не думаем о последствиях прежде? На душе скорбили кошки. Да и конфликт с братьями казался таким пустяком. Хорошими они были или плохими, я им все простил. Спустя некоторое время ко мне нагрянула милиция. Быстро работают ведь. Я не стал припираться, знал только, что точно виноват. Но надеялся на смягчение обстоятельств, если все расскажу. Они пришли поесть на дурняк. Это звучало такой глупой отговоркой. «Ты поджег квартиру», — стукнул по столу лейтенант. И тут я проснулся в своей машине. Александр Кузьменков. Недетская история или союз двух братьев. 15 февраля 2020 года.